Здравствуйте, господин премьер-министр, уважаемый ректор, коллеги и друзья. Мне очень приятно быть здесь. Господин Клаус меня прекрасно представил. Говорил о многом. До 1 января я отвечала за устойчивое развитие. Я работал на Банк развития. В том числе. Поэтому хотела бы опровергнуть то, что мне приписывают склонность к патернализму. Я буду говорить о росте, о стабильности, о конкурентоспособности, о новых рабочих местах, к созданию которых призывает премьер-министр, о необходимости учитывать интересы бедных, о диверсификации российской экономики. Сейчас мы сталкиваемся с высокой степенью неясности, нестабильности. И мы, как уже говорилось, идем против матушки природы. Хочу сказать, как же нам достичь всего этого, всего того, что я перечислила. Климатические изменения действительно влияют на нашу жизнь последние 20-30 лет. И неизвестно, как будет развиваться наша жизнь дальше. В России сложилась традиция рассказывать истории и на всех уровнях. И повествователи, кстати, из моей страны, Соединенного Королевства, включая таких мастеров, как Чарльз Диккенс, и неважно, являемся ли мы в рецессии или вышли из нее, находимся ли мы на грани того, чтобы свалиться в кризис, Диккенс говорил о самом лучшем периоде и самом худшем периоде одновременно, периоде мудрости. Эпохи мудрости и эпохи глупости. Я считаю, что сейчас и мы находимся в этом периоде мудрости. Это эпоха мудрости, и мы стоим на краю и можем в любой момент свалиться в пропасть глупости. Когда мы говорим о климатических изменениях в России, многие расслабляются и думают, что, знаете, 2 градуса – это тот предел, в котором нам надо удержать потепление, как считают эксперты международного сообщества. Это нормально, это хороший показатель. 2 градуса. Ну, возможно, немножко будет теплее. Сегодня у вас похолодание. Да это совсем не страшно, 2 градуса. Совсем не страшно для, как кажется, простому обывателю. Но знаете, ведь не везде будет повышение ровно на 2 градуса. И эти 2 градуса не приведут к положительным эффектам. Увеличится переменчивость погоды во многих местах. Температура повысится намного выше, чем на 2 градуса, а в других на ниже. И уровень океана будет меняться по-разному. Волны и периоды жары будут наблюдаться во многих частях света. Дожди придут в другие регионы. И принятие экономических решений должна учитывать всю информацию, которой мы располагаем. Учитывая нашу нестабильность, нам нужно собирать статистику, информацию. Можем ли мы взять национальные интересы роста, устойчивого развития, длительного экономического финансового процветания и гармонизировать их с экологическими проблемами, с тем, чтобы уменьшить выбросы? Какова будет нестабильность экономики, если мы не обуздаем глобальное потепление? Росгидрометцентр измерил повышение температуры на 2-3 градуса в Сибири за последние 150 лет, а глобальная температура выросла на 0,6-0,7 градусов всего лишь. И, возможно, глобальное потепление принесет России благо и проблемы. Где-то будет таять вечная мерзлота, будут пожары, будут дожди. Такими могут быть негативные последствия. В газетах мы уже видим новости обо всем этом.
Многие считают, что нужно защитить, например, тропические леса в Бразилии, считают жители этой страны. И им удалось гармонизировать свои экономические интересы и глобальные экологические интересы всего человечества. Как сделать так, чтобы СО2 в атмосфере не накапливался, не увеличилась его доля. Это глобальное лидерство, которое взяла на себя та страна, очень важно. И России, возможно, стоит следовать примеру в области защиты вечной мерзлоты, потому что около 70% территории, подверженной вечной мерзлоте, находится на территории Российской Федерации. 190 гигатонн метана. Вот возможные негативные последствия от таяния ледников. Метан – это ископаемый газ. Чем больше его выделяется в атмосферу, тем сильнее и быстрее идет потепление. Чем быстрее он выбрасывается. Ну, если мы будем использовать бейсбольные термины, то это не берущаяся подача. И стоимость глобального потепления для вашей экономики, инфраструктуры, текущих моделей построения бизнеса, здоровья людей, последствия для того, как будут развиваться ваши города и выживут ли они вообще. Управление природными катастрофами, катаклизмами. Вот о чем нужно думать, потому что сейчас ваши экономические стратегии не учитывают всего этого. Я не буду говорить о мерзлоте слишком долго. У вас есть МЧС, и оно почитало, что случится с жилым фондом, если продолжится таяние вечной мерзлоты. Есть свидетельство того, что это серьезно повлияет на экономический рост. И дело уже не достижение какого-то компромисса, который мы пытались достичь раньше. У нас будут некоторые уровни защиты окружающей среды. Сейчас мы понимаем, что интеллектуальные стандарты защиты окружающей среды помогают частному сектору повышать эффективность и внедрять инновации. Почему так происходит? Почему сегодня мы не вводим налоговых, например, стимулов для тех, кто занимается инновациями и зеленым развитием? Нам нужно пересмотреть свою модель развития. Когда капиталисты сталкиваются с серьезными проблемами своей экономики за практически столетие, вместо того, чтобы ответить традиционным образом для капиталистов, они пытаются не замечать эту проблему. Климатические изменения появились на горизонте и маячат уже последние пару лет. Этого нельзя не замечать. Нужно дать политический ответ на этот вызов. Нужно заниматься вложениями, которые окупятся завтра. Для политэкономии, что это будет значить? Нам нужно будет сейчас серьезно вложиться в усиление инфраструктуры. Это повлечет дополнительные расходы, но если мы не вложимся сейчас и будем потом латать дыры, мы потратим намного больше, это не даст нам развиваться. Дополнительная стоимость затрат на инфраструктуру является необходимостью для того, чтобы эта инфраструктура выдержала. Уже предсказанное повышение температуры на 2 градуса к 30 году. На 25%. Уже мы платим по счетам 1,3 миллиарда долларов. Мы наблюдаем увеличение
издержек. Однако есть хорошие новости. Регионы и страны по всему миру уже внедряют необходимые меры. Вопрос в том, как быстро и в каком масштабе. И я говорила вот о вечной мерзлоте. Россия может здесь подать пример всему миру и быть во главе. В некоторых частях страны достигнут прогресс уже. Все понимают необходимость отказаться от сжигания попутного газа. У вас есть прекрасная возможность подавать пример всему мировому сообществу в этом. Гидрометсервис. Очень уважаемая служба. Кроме того, МЧС и борьба с лесными пожарами, вы уже в авангарде. Вы можете подавать пример коллегам из «восьмерки» и «двадцатки» того, как нужно проявлять лидерские качества в период напряженности и перемены кризиса. Это война, на которую нужно отвечать соответственно. Нам нужно вложить какие-то средства и силы для того, чтобы в будущем иметь экономическую стабильность и новые рабочие места, углерод. Нам нужно избавиться от субсидий, которые направляются на вредное топливо, и увеличить субсидии, направляемые на полезное, на экологичное топливо. Я хочу сказать, что сейчас настало необычное время глупости и время мудрости. Нам нужна мудрость в политическом руководстве, в принятии решений, потому что мы знаем, какая ситуация в финансах и экономике. Нам не нужно представить экономику полностью. Мы так ее понимаем. Нам нужно просто думать, как приспосабливать ее к будущим изменениям. Рэйчел, спасибо. Прошу выступить.